Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть под любым видео на канале. Также у меня есть закрытый канал на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может просто заблокировать. Также у меня есть Telegram-чат, где мы общаемся с моими подписчиками, а именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на Бусти и на YouTube-канале. С нами сегодня карты Девиан, Безумного Патрика Валенса. Здравствуйте, карты. И поговорим мы с вами сегодня про БИЧ 21 века, болезнь, поедающую нормальные и здоровые клетки нашего человеческого организма. Это рак. Рак прогрессирует не только в нашем теле, но и в клетках животных и даже растений. Услышав слова доктора-онколога «у вас рак», человек буквально подписывает себе смертельный приговор, впадая в депрессию и неадекватно воспринимая ситуацию. Как вылечить рак? Что делать со своим диагнозом и откуда вообще взялся рак? Кому выгодны онкобольные люди и что в ближайшее время заменит рак и станет гораздо страшнее рака, о чем будут говорить буквально из каждого угла этой необъятной планеты. Первый вопрос, который я бы хотела задать картам: как давно возникла такая болезнь, как рак? Так как ученые говорят нам о том, что рак возник еще в доисторические времена, когда человека не было на планете. И в раскопках доисторических животных находили опухоли. Опухоли, раковые опухоли. Давайте мы сегодня узнаем, действительно ли это так. Действительно ли рак возник на планете Земля еще до того, как на планете Земля появились люди? Действительно ли такая болезнь, как онкология, рак, возникла на планете Земля еще до того, как на свете появились люди? Действительно ли рак является такой древней болезнью? Я уже вижу, что нет, да, шестерочка пентаклей. Кто-то кому-то что-то, какую-то денежку дал за башню, за разрушение. Да, рак вывели разрушение, вывели эту несчастную, злосчастную болезнь, которая губит и убивает очень многих людей. И вывел эту болезнь человек. Причем человек получил какую-то некрупную сумму за это, да, по шестерочке пентаклей по тем временам. И он по башне вывел эту смертельную болезнь, которая убивает очень многих, да. Действительно, рак появился, когда на планете Земля уже были люди. И человек, который создал этот вирус, эту болезнь, он действительно готовился к тому, что многие люди погибнут от его вируса, да? Погибнут от его болезни. Угу. Хотя не хотел этого делать. Что-то происходило, да, с этим человеком. Он был в тисках, этот человек. Сейчас я расскажу. Ему угрожали. Человек, который на самом деле вывел эту болезнь, который вывел этот вирус. Мы сейчас посмотрим, что это конкретно такое. Ему заплатили какую-то небольшую денежку за то, что он вывел смертельную болезнь. И он знал, что многие будут умирать по королю мечей, да? Но по семерочке мечей он делать этого не хотел. Он был в тисках по рыцарю кубков, да? Такое ощущение, что человеку по пятерочке жезлов угрожали. Это был какой-то, видимо, такой очень умный ученый, очень мудрый ученый, который мог вывести какой-то вирус, какую-то болезнь, и под страхом смерти он это сделал. Угу. Был какой-то человек, который хотел, человек или недочеловек, который хотел, чтобы этот ученый вывел эту болезнь, изобрел эту болезнь. И по башне он это сделал для него за небольшую плату и для того, чтобы его не убили. Угу. Это болезнь рукотворная, друзья мои. Есть теория, что рак – это атипичные клетки, живущие в нашем организме, активно прогрессирующие и заменяющие нормальные клетки. Так ли это? Есть теория, что рак – это атипичные клетки, живущие в организме человека, активно прогрессирующие и заменяющие нормальные клетки. Есть теория, что рак – это атипичные клетки, живущие в организме человека, животного. Нет, неправда. Правосудие нечестное. Карта нечестная вышла у нас, да. Это не клетки. Это что-то, что сеет человек, да. Угу.
что делает человек. Что-то, что делает человек своими руками. Вот оттуда возникает рак. Так интересно. Что-то, что человек делает своими руками. Человек как-то ведет свой народ к деградации, к болезни, да? Выливает это на людей. Опять все это делается за денежку, под страхом смерти. Кто-то есть, кто создает эти вирусы, кто создает эту болезнь, да? Кто подчиняется кому-то, какому-то королю жезлов, возможно, да? Расскажу, друзья мои, я вас немножко запутала, наверное. Нет, на самом деле рак не живет в нашем организме. Рак – это не атипичные клетки, которые заражают другие клетки и так далее, и так далее. Просто человек, это нечестно, это неправда, да? Просто человек заражается от чего-то, созданного человеком. Что-то по карте звезда выливается просто на людей, да? Либо это вода, либо это еда, как что-то, что употребляет человек постоянно, да? И верхушка нашей элиты, которая правит этим миром, ведет народ к тому, что народ, соответственно, заражается этой болезнью через какие-то, возможно, продукты питания, через воду или через что-то еще. За это кому-то платят денежку, причем маленькую, какую-то небольшую, кто-то под страхом смерти создает этот вирус. Да? В целом он был создан давно, но такое ощущение, как будто рак прогрессирует. Рак приобретает новые формы, и вот здесь вот как раз речь об этом. Нет, рак не живет в организме человека, рак создан человеком, и если человек употребляет какую-то определенную еду или воду, он заражается этой болезнью. Вот здесь вот речь об этом. И нечестное правосудие нам сразу отвечает на вопрос отрицательно. Нет, рак не живет в наших клетках. Следующий вопрос. Для чего создали рак? Какие цели? Какие цели у мирового правительства в создании такой болезни для человечества, как рак, как онкология? Какие цели преследует мировое правительство в создании такой болезни для человечества, как рак, как онкология? Какие цели преследует мировое правительство? Что-то изменить. Подчинить, изменить, подчинить, подстроить под себя обманным путем каким-то, да? Интересно. На самом деле рак очень легко и просто вылечить. Здесь нам карты говорят об этом, потому что выпала карта фаталити, выпала карта 10-го старшего аркана, колесо судьбы. Мы сами управляем своей судьбой. Если мы не будем паниковать, если мы не будем находиться в образе жертвы, в образе повешенного, а повешенный – это виктивность, то мы легко и быстро вылечимся от рака. Рак изменяет наше сознание. Само слово рак, само слово онкология полностью меняет наше сознание по тройке пентаклей и подстраивает нас под себя, под правительство, да? Мы подстроим вас под себя, потому что нам так нужно. Вы будете находиться в апатии, в депрессии, в грусти, в тоске. Вы подумаете, что все это для вас фаталити. Колесо фортуны – это карта фатализма, когда человек верит гадалке. Гадалка говорит ему какую-то чушь. Над гадалкой есть какое-то мировое правительство, вот этот чертенок, да, который говорит ей, что ей сказать человеку, а человек во все это верит. Человек верит в то, что это судьба. Ну, значит, так мне уготовано. Ну, боже мой, что же мне делать, да, по 8 мечей. Начинает паниковать, а все это, свечка даже заполыхала, а все это обман чистой воды со стороны мирового правительства. Паш кубков – это карта мимикрии. Подстроить под себя, обмануть. Мы сейчас вас вылечим, мы на вашей стороне, да. Вы, главное, лечитесь. Это все, конечно, большие деньги тоже и так далее, да, но карта фатализма говорит нам о том, что рак легко излечим. Если не верить, да, в то, что мы там погибнем после 4-5 лет борьбы с раком и так далее, да, если мы не будем находиться в жертве, если мы не будем выжидать какого-то определенного времени, если мы не будем паниковать и находиться в депрессии и в апатии, то рак легко излечим. Это подстраивание под себя. Какие цели подстроить человечество под себя? Вот об этом здесь речь, да? Собрать как можно больше гаваха, если хотите, да? Вот здесь речь об этом. Для чего создали? Для того, чтобы подстроить человечество под себя, превратить большинство людей в жертв этой болезни. Для того, чтобы люди поверили в свою судьбу. Фаталити, да, это фатализм, это все будет так или иначе, я умру, да, ну и все в этом роде, все в этом духе. Есть ли в мире лекарство от рака, которое полностью заменяет
химиотерапию и может... Что ж у меня все карты сегодня из рук падают? Да, есть. Есть. Есть ли в мире, говорю, есть. Есть в мире. Есть где-то в мире, но доступно не всем и не каждому. Обман какой-то, да? Интересно. Есть ли в мире лекарство от рака, которое полностью может излечить болезнь за считанные дни или месяцы и заменить химиотерапию? Есть ли в мире, ну есть уже, да? Кого обманывают? Человечество обманывают. Есть в мире, но доступно не всем. Змея Ураборос прячет, да? Прячет что-то, прячет русалку. Русалка – это какой-то талант, какой-то скрытый талант. В мире есть на самом деле лекарство от рака, но его от нас скрывают. Никому не отдам, да, 5 мечей. Да, есть какая-то таблеточка, скажем так, от рака. Угу. Можно что-то выпить. Можно что-то выпить и можно вылечиться, да, но человек этого не знает, человек этого не видит, не знает, никогда не видел. Обычный рабочий человек, обычный народ не знает о том, что на свете есть лекарство от рака, которое уже выведено, которое уже придумано где-то в мире, которое недоступно для обычных людей. Обман, 5 мечей, да, его можно выпить и, собственно говоря, выпить на брудершафт, да, здесь выпить на брудершафт со смертью и, собственно говоря, вылечиться по 4 жезлов, прийти к взаимопониманию со своим организмом, со своим телом, да. Вот здесь вот об этом речь, но по 8 жезлов человек обычно не знает. Ворона мимо пролетает, ворона несет письмо в клюве, но человек не видит эту ворону. Человек не знает, что есть какое-то лекарство. И действительно есть лекарство от рака, и оно уже давно изобретено. Оно уже есть где-то в мире. Кому доступно такое лекарство? И доступно ли кому-то? Кому доступно лекарство от рака? Королям кубков, да, которые живут за счет других. Люди, которые, возможно, правят страной, да, это правительство, это верхушки общества, это знать какая-то, да, во все фиолетово-сиреневое одет король, это значит цвет знати, цвет знатного рода, человек богатый, человек, у которого есть много денег, да. Для кого доступно? Для тех, у кого есть много денег. Конечно, туз пентаклей. Для тех, у кого все деньги мира, хочется сказать, да, только для тех доступно лекарство от рака, для верхушек общества, для обычных слоев населения лекарство от рака недоступно. А будет ли когда-либо данное лекарство доступно обычным людям? Будет ли когда-либо лекарство от рака доступно обычным людям? Будет ли когда-либо лекарство от рака доступно обычным людям? Будет ли когда-либо лекарство от рака доступно обычным людям? Незаконченные начинания, начинания, не заканчивающиеся успехом. Мы одно лечим, другое калечим. Здесь говорится о том, что да, лекарства от рака есть, это те же самые химиотерапии, капельницы, то, что сейчас употребляют и вливают в себя просто литрами те бедные несчастные люди, которые уже больны онкологией. Но это не до конца нужно, это не до конца точно. Вот здесь туз жезлов – это начинания, которые не заканчиваются успехом. Все равно после применения химиотерапии или этих лекарств, так или иначе, в организме человека неподготовленного или если у человека слабый организм, все равно будет рецидив в любом случае. То есть те лекарства, которыми пичкают людей в онкоцентрах, это те лекарства, которые рано или поздно приводят снова к чему? К онкологии. Собственно говоря, здесь вот говорится об этом. Мать, качающая свое дитя, которое никак не вылупится из горохового стручка. Вроде симптомы убираем, вроде болезнь убираем, но она снова возвращается. Ребенок никак не вылупится. Начинание, которое не закончится успешно. Нет, лекарство такое доступно людям не будет. Лекарство доступно только элите. Возможно ли полностью излечиться от рака тем людям, кто раком уже переболел, без последствий, без рецидивов? Возможно ли полностью излечиться от рака тем людям, кто раком уже переболел, без возможности, что рецидив будет, да? Что рак снова вернется? Возможно ли полностью излечиться от рака тем людям, кто раком уже переболел, что никогда не вернется, что не будет каких-то других органов, да? Это манипуляции со стороны короля пентаклей. Нет. Рак обязательно вернется, рано или поздно, генетически, возможно, да? Он передается по наследству. Если рак есть в теле человека, он будет в нем постоянно ходить, он будет в нем постоянно обитать, он будет переходить по наследству. По карте маг он переходит. Я перехожу.
Король Пентаклей – это род, да? Перехожу по твоему роду. И Верховная Жрица говорит о том, что нет, невозможно. Все равно тот, кто переболел однажды раком, будет рано или поздно находить какие-то узелки, какие-то кисты у себя, да? Пусть даже не рак, пусть даже не очаговые какие-то, да? Воспаления или метастазы, он все равно будет жить в этом организме. А лекарства от рака недоступны для обычного человека. Вот речь здесь об этом. Но, как я уже сказала, во втором вопросе, да, если не ошибаюсь, рак быстро и легко можно устранить, если не думать о том, что вот я сейчас умру, вот я сейчас заболею и умру, да, вот если не будет никакой паники, если не будет никакой депрессии. Мы сами себя можем излечить своими мыслями, своей головой, своими мозгами. Вот об этом здесь речь. Те лекарства и химиотерапия, что применяют по отношению к больным онкологии, они действительно способствуют выздоровлению организма? Но мы об этом выше говорили, да? Давайте еще раз пересмотрим вопрос. Они действительно способствуют выздоровлению организма больного раком человека или нет? Те лекарства и химиотерапия, что применяют по отношению к больным онкологии, действительно способствует выздоровлению организма больного раком человека или нет? Действительно ли химиотерапия и всевозможные лекарства, которые сейчас используют для онкобольных, помогают выздоровлению организма или нет? Действительно ли это так? Умеренно, я же говорю. Из пустого в порожнее переливает. Одно лечим, другое калечим, да. По умеренности здесь, умеренность это как раз и есть медицина, да. Когда вроде все тихо, тишь да гладь да Божья благодать, вроде лечим, другое калечим, потом это снова возникает в виде рецидива, да. Возможно, опухоль образовывается на каких-то других местах. Умеренность это мнимое затишье такое, которое потом снова оборачивается неуспехом. Неуспехом того, что у нас снова возвращается такая болезнь, как онкология. Для тех людей, которые уже переболели. Дьявол, ну, конечно, возвращается, да? Те лекарства и химиотерапия, что применяют по отношению к больным людям, одно лечит, другое калечит, во-первых, а потом действительно снова возвращаются на круги своя, по кругу, да, переливаю из пустого в порожнее, никак не могу вылить эту воду, скажем так. Это вот как по организму ходит, как связующее звено по всему организму проходит и выливается в какие-то новые опухоли. Они снимают симптоматику, скажем так, да, эти лекарства и химиотерапия, но, возможно, что-то калечит в виде печени, в виде поджелудочной железы, потом снова приходит болезнь, которая уже у человека была. Есть теория, что онкология может передаваться воздушно-капельным путем, так ли это? Есть теория, что онкология, рак могут передаваться воздушно-капельным путем. Так ли это? Со временем. Тут такое ощущение, как вы знаете, долго нужно над этим работать. Долго нужно над этим работать, это что-то вот по воздуху, возможно, что-то пускают, да? Такое, что приходит не сразу, такое, что сразу заразиться этим нельзя. Вот как мы чихнем на кого-то, да, я извиняюсь, в транспорте, и другой человек сразу же заразится. Ну, то есть у нас грипп, у другого человека сразу будет грипп. Нет, тут такого нет. Тут надо какое-то время определенное переждать. Тут такое ощущение, что как по воздуху или где-то как-то распыляют что-то. Вот здесь об этом речь. Вот, кстати, вот вопрос про распыление, да, химтрейлы, которые остаются в небе после самолетов. Связаны ли они как-то с раком? Вот распыления вот эти, да, вот видели, наверное, в небе вот эти химтрейлы, вот эти распыления, которые остаются в воздухе. Связаны ли они как-то с раком? Могут ли они как-то заражать постепенно население раком? Вот здесь о постепенном заражении говорится. Химтрейлы. Что ж у меня сегодня карты, прям они, друзья мои, у меня руки вроде хорошо держат, но ну хорошо, давайте оставим. Химтрейлы. Я же говорю, какое-то продолжительное время, чтобы заразиться. Химтрейлы, которые остаются в небе после самолетов, связаны ли они как-то с раком? Прям переворачиваются сами карты. Да, связаны, только какое-то продолжительное время. Я же говорю, по воздуху заражают людей. По воздуху заражают, но это не сразу доходит до человеческого организма. Да, доходит, но не сразу. По повешенному нужно много времени переждать, чтобы заразиться, скажем так, заразиться раком, заразиться этим вирусом, этой болезнью. Да, химтрейлы действительно тоже вот участвуют в этом самом. Следующий вопрос, друзья. Современная индустрия питания или по-другому еда способствует ли заражению человека раком? Современная индустрия питания, еда
Способствует ли заражению человека раком? Современная индустрия питания, еда способствует ли заражению человека раком? Может ли человек заразиться раком от еды, которую он употребляет? Нет. Тут не еда, тут что-то вот... Таблетки. Таблетки, которыми лечимся, да? Таблетки, тут как таблетки, но причем в каком-то состоянии, такого жидкое такое состояние. Жидкое состояние, лекарства, таблетки, то, что пьем. То, что пьем, и то, что нам кажется, что это лечебное. Это не еда, это что-то связано с водой, возможно, с какими-то микстурами, препаратами, какими-то таблетками, которыми обманываем сами себя. Мы заболели, мы... там, я не знаю, обижены на целый свет, обижены на целый мир, пьем таблетки, обманываем сами себя. Да, тут что-то про таблетки. Таблетки, которые держат нас в заложниках. Мы постоянные заложники аптеки, скажем так, да. Тут не про еду, тут про микстуры. И микстуры, возможно, такого питьевого типа. Интересно, тут что-то из аптеки. Что-то из аптеки, что мы посещаем постоянно, что не дает нам уйти от этого места, да? Мы постоянно в аптеке что-то приобретаем. Но это не совсем про еду, не совсем про воду, это скорее вот про микстуры, про какие-то таблетки от кашля, возможно, да? Доктор Мом, вот что-то вот такое вот, знаете, вот об этом речь. Следующий вопрос. Есть вероятность того, что рак заменит другие, более агрессивные болезни или вирусы и станут новым оружием против человечества в 21 веке. Так ли это? Действительно ли рак заменит какая-то другая болезнь и станет новым оружием в борьбе с человечеством в 21 веке? Действительно ли рак заменит какая-то новая болезнь? Действительно ли рак заменит какая-то новая болезнь? Что-то новое, да, что-то новое грядет, что-то новое, что-то более тяжелое. Невозможно унести, да, десятка жезлов. И десятка – это переход в новое, переход к какой-то новой болезни, обещанного 3 года ждут, да, здесь в течение 3-4 лет где-то. Это нужно подождать, этого нужно дождаться, когда придет новый вирус на замену рака, который будет связан с чем-то женским, либо с половыми органами как-то связан, как-то с интимной сферой связан, который приведет человечество просто в... Ну, я не знаю, человечество будет очень негодовать, да, что-то с интимной сферой связано, возможно, это даже тот же самый СПИД. Вот об этом здесь речь, да, СПИД, который выйдет, ну, который станет, наверное, более такой агрессивный, да, выйдет за круги свои, скажем так, будет более агрессивный, чем рак. Вот об этом здесь речь. Что-то связано с половой сферой по императрице. Долго нужно ждать, 3-4 года подождать, и он будет более агрессивный, чем есть сейчас. И этому будет подвержен каждый второй человек, да, не только те люди, которые занимаются сексом и так далее, да, здесь будут подвержены практически все люди, которые смогут заразиться, возможно, СПИДом, возможно, воздушно-капельным путем, да. Угу. Да, по воздуху. Мечи – это воздух у нас. Ну, все понятно. Тут про СПИД, скорее всего, говорится. У меня, кстати, есть на закрытом канале видео про СПИД. Там как раз говорится о том, что он заменит скоро онкологию. И здесь как раз вышло то же самое, да. Так интересно. СПИД – это болезнь, бич 21 века, который заменит рак. По воздуху как-то будет передаваться воздушно-капельным путем. Ждать осталось долго, да недолго. 3-4 года. Совет от карт. Что делать человеку, которому сообщили, что его диагноз онкология? Что делать такому человеку, чтобы быстро вылечить свой организм? Как я вам уже сказала, не впадать в апатию и депрессию, да? Только наши мысли мешают нам окончательно выздороветь. Что делать человеку, которому сообщили, что его диагноз онкология? Что делать такому человеку, чтобы быстро вылечить свой организм? Что делать человеку, которому сообщили, что его диагноз – это онкология? Начать с нуля, идти до конца, быть марионеткой, исполнять свои собственные желания. Иначе будет башня, да? Тут говорится о том, что действительно не быть марионеткой в руках правительства. Девятка пентаклей. Не стоять на месте, иначе будет башня. Башня еще говорит о том, что
не только о разрушении, о том, что наши мысли мешают нам выпутаться из этой ситуации. Это когда крыша поехала, понимаете? Здесь инопланетный луч проткнул именно своим лучом именно крышу башни. И у человека поехала крыша. Не быть марионеткой, не быть с поехавшей крышей, да, а всегда добиваться своего по семерке пентаклей, всегда добиваться своих желаний, скажем так, да, и не останавливаться на достигнутом, чтобы не было туза жезлов, чтобы не было незаконченных начинаний. Здесь говорится о моральном состоянии. Человек сильный духом, сильно морально может преодолеть все. Главное, чтобы крыша не поехала от того, что вам сообщили, то, что у вас есть онкология. Здесь вот об этом речь, не быть марионеткой в чьих-то чужих руках, особенно в руках правительства. Начать все сначала, начать все с нуля, паш пентаклей. Идти к своей цели, не останавливаться на достигнутом, исполнять все свои желания, и чтобы самое главное, крыша не поехала от такой новости, потому что я понимаю, что это такое, да. Это был расклад на рак, на онкологию, друзья мои. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Я знаю, что вы обязательно напишите мне в чате. И если будет интересна тема рака, тема онкологии, возможно, какая-то другая тема, другой болезни, мы раскроем обязательно во второй части или сделаем новую. Я вас очень люблю, друзья мои. До новых встреч.